Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 17 по 23 июня. Давайте узнаем для вашего знака зодиака подсказки карт на неделю. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз не передаст то, что вы думаете, или то, что у вас сейчас болит, может быть, или о чем вы переживаете, о ком переживаете. То жезлов, какая-то новость к вам спешит. А может быть, вы ее уже получили. И в данный момент времени, когда вы смотрите видео, обдумываете, хорошо, что мне с этим делать. Вот тут, знаете как, с одной стороны, это может быть инсайт внутренний, или как эврика для вас какая-то. Но это еще пока не действие. Это что-то нужно обдумать. Так вот, я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, мои дорогие козероги. И глядя на метафору карт, вы сможете свою ситуацию просчитать на пару шагов вперед. Итак, наш традиционный еженедельный прогноз и вопросы. Что важно знать? И первая карта. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Что вам может помешать? Что будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. Смотрим энергии, дела, работа, бизнес. Энергия финансов, деньги. И личная жизнь. Давайте узнаем, что же важно для вас на неделе. Вы знаете, вам придется учитывать какие-то внешние обстоятельства. Карта башня. А для кого-то это может все же проиграться. Именно в этой колоде башня олицетворения тюрьмы. Или какой-то зоны ограничений, как вы хотели что-то осуществить, имели намерение, конкретную цель, а у вас не получалось. Законы, к примеру, не давали вам совершить так действо, как вы бы этого хотели. И здесь законы могут поменяться. Или какой-то подзаконный акт может выйти. Будьте внимательны. Или была какая-то, дистанция, или были еще какого-то порядка ограничений, и здесь вот эти оковы тоже спадают, и теперь для вас как зеленый свет что-то осуществить. Карта может отчасти говорить, меня смотрят люди из разных стран, поэтому будьте внимательны, обстановка требует того, что мне нужно быстро собраться и куда-то отправиться, потому что есть такое значение – успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Я об этом часто говорю по карте башни. И в наше турбулентное время это, где-то так расслабиться, видимо, когда башня выпадает, все-таки нельзя. Для кого-то это может проиграться. Поэтому, нельзя жить, наверное, по какому-то шаблону. В эту неделю, будьте, мои дорогие, просто внимательны. С одной стороны, не упустить какую-то счастливую возможность. А с другой стороны, как-то исходя из ситуации, которая внешняя, на которую вы-то не влияете, вы ее не можете изменить, но свои действия вы изменить как раз в силах. Неожиданности. А тут радость какая-то. Вот что бы тут ни происходило, хоть камни с неба, а для вас все равно будет хорошо. И даже если для кого-то придется совершить переезд, мои дорогие, а вы, может быть, счастье найдете, как раз совсем в другой стороне вы будете счастливы. Более того, вы еще и работу там можете найти, которая принесет вам деньги. Вот у кого-то, если на кону стоит, мои дорогие, что ехать, не ехать, ехать, правда. Или воспользоваться каким-то случаем или нет. Карта говорит, да, в неожиданностях к вам приходит радость и отчасти где-то как финансовый доход может быть. Кубок стоит рядом с нашей принцессой. И по традиции выглядывает рыбья голова, символ денежного достатка. Но вообще хорошее настроение. Мои дорогие, у кого-то может быть и подарок, такое тоже. Вполне может проиграться. Чему сейчас не время? Наверное, все то, что я сказала. Брать какую-то паузу. Или рисковать собой, кстати. Ведь это карта тупика. А да, это может быть как жизненный тупик. Поэтому обдумывайте, как и обстановку вокруг вас, или ваше дело, цель, намерение, которым вы сейчас занимаетесь или намерены заняться. По этой карте мы не должны согласиться на мутные сделки, мои дорогие, и тем самым загнать себя в какой-то тупик. К примеру, легкие деньги опасны, помните об этом, как в течение всего 2024 года, так и на последующий период Плутона Водолея.
Тут мы можем что-то совершить, может быть, и прежде. Какая-то история, ну так себе. Но она проскальзывала. А вот здесь может не проскользнуть. И по прошествию каких-то лет даже к нам обраткой возвращается, и нам придется заново, а мы уже успели забыть, чем-то заниматься. Вот не должно быть тупика для вас. Не создайте для себя самих какую-то зону отчуждения или зону ограничений. Или когда не время устраивать какую-то глубокую философию. Ну и правда, эти две карты, как и радость, так и какие-то неожиданности. Какая-то трансформация практически у вас проходит в данный момент. И тут не время что-то анализировать или рассматривать разные мнения, или прислушиваться к разным мнениям. Тут решайте только вы. Что же вам помогает? Буквально собраться, отправиться, согласиться на какую-то поездку или переезд. Может быть, вам помогает человек, который к вам приезжает. Такое тоже может быть. По этой карте вам может помочь отчасти, когда вы готовы к неожиданностям. Все-таки принц жезлов, он мчится, и он готов к неожиданностям. Он по жезлов ищет этих неожиданностей где-то. Есть и такой момент. Но вот эта смелость, эта отвага, не без этого, и это вам тоже помогает. Как будто на что-то нужно решиться. Давайте посмотрим, что же скрыто. Вот смотрите, какой информационный ряд у вас богатый на эту неделю. Как и 16-й старший аркан башня. Как и вот мы только проговорили с вами принц жезлов, так и восьмерка жезлов. Это карта информации, скорости, быстроты действий, кстати. Когда мы не можем что-то отложить на потом. Мы должны как минимум прореагировать. У кого-то ведь это банально может как проиграться, как звонок откуда-то, да, или приглашение вас куда-либо. И может быть даже, если вы на данный период времени, мои дорогие козероги, еще не знаете, соглашаться или нет, но как-то раздумываете, то вы все равно не должны упустить время. Карта нам говорит, если ты сейчас не прореагируешь на это, завтра тебе не предложат, завтра будет поздно. Поэтому как минимум совершить звонок и сказать, что да, я в теме. Или сохранить для себя какую-то нейтральную позицию для чего. Ну, может быть, как запасной аэродром или запасной какой-то вариант для вас, который может очень пригодиться. Но все-таки быстрый анализ каких-то новостей вам будет точно помогать. Потому что то, что было скрыто, кто-то из вас узнает просто то, что, как знаете, какая-то тайна от вас скрывали, а вот здесь тайна становится явным. У кого-то вот весь, как и верхний триплет с учетом восьмерки жезлов, вот так может проиграться. Мы все разные. Поэтому перекладывайте как и на свою ситуацию, так и на обстоятельства своей жизни. Но держать руку на пульсе придется. Дела, работа, бизнес. И снова нам про поездку или планируемый какой-то переезд. Но вот, кстати, человек, который нам изображен, тройка жезлов. И, кстати, это карта якоря, у вас сейчас сильная позиция. Вы все делаете правильно. Так вот, он повернулся спиной к прошлому. Он уже смотрит в горизонт. По этой карте расширение горизонтов или расширение возможностей на работе. Могут где-то в перспективе вам предложить должность новую. Или есть возможность построить карьеру. Для кого-то вообще головокружительную какую-то карьеру, потому что, может быть, прежде было место занято, а теперь оно освободится. Тогда эта башня будет как раз и означать, что для кого-то башня. А для вас вот падают оковы. Вы можете совершить то, чего прежде не было возможности. И предусматривает эта карта, человек все-таки стоит. Он, сломя голову, никуда не бежит. Он анализирует 5 кораблей. И корабль символ, один из символов Меркурия. У вас каких-то может быть 5 возможностей, мои дорогие козероги. А вы будете выбирать. Или вы можете как взять очень короткую паузу, как вот человек нам показан. Я сказала, что он стоит. Он стоит только лишь потому, что он продумывает, все ли он взял с собой, все ли у него готово. Поэтому, ну, разве что какое-то замешательство у вас может быть. Но, скорее всего, уже есть какой-то четкий план действий.
и есть новые возможности. Сам по себе горизонт, мои дорогие козероги, для вас открывается на этой неделе. Задача их увидеть. И не думать где-то, аркан повешенный, чему сейчас не время. Что предложили сегодня, предложат и завтра. А завтра нет, большой вопрос. Финансы. Финансы. Карта финансового успеха. Деньги есть, деньги будут. Может быть, вы получите конкретно деньги. Какое-то, может быть, удачное стечение обстоятельств. Эти деньги, которые долгое время шли и никак не могли дойти, то тут как раз вы их и получаете. Потому что какие-то преграды уже теперь не работают, не действуют. По этой карте нам говорят, рука, помни, рука дающего завтра может оказаться рукой просящего. Все же по шестерке пентаклей мы кумулируем эти деньги. И карта говорит, не давай в долг. Потому что либо долг будут очень долго отдавать, либо ты его вообще не увидишь. Будьте внимательны. По этой карте, вот не случайно еще у нас и повешенный, дважды можно сказать. По этой карте также есть новые способы заработка, или вы будете искать, и как раз с учетом всех карт вы можете и найти. Или вообще какая-то новая финансовая стратегия может у вас в эту неделю быть заложена. И она будет тоже очень правильно. Вы очень здраво на этой неделе, мои дорогие козероги, оцениваете именно ваши возможности, обстановку вокруг. Вам достаточно хладнокровия, вы где-то готовы к неожиданностям. И причем это не та неожиданность, которая, ну, вас может вот повергнуть в какой-то шок и надолго. Даже если и происходит что-то временно, то это только для того, чтобы проанализировать и выбрать способ действия. У вас сильная позиция, помните. Ну и где-то по части личной жизни-то ведь тоже. Вот давайте про личную жизнь посмотрим, правда. По максимуму десятка пентаклей. И про благополучие, и про деньги нам еще раз говорят. И про теплый уютный дом. У кого-то вынужденный, правда, переезд может проиграться. Или, может быть, и переезд, который у вас, допустим, вы собирались в одно место, а здесь какая-то оказия будет, или вы что-то можете передумать. Как-то сложились обстановка, обстоятельства, ваши возможности. Здесь на этой неделе словно несколько дорог могут сойтись в одной точке. Давая вам подсказку, опять же, в каком направлении двигаться. По этой карте мне нечего добавить про личную жизнь для тех, кто в паре, мои дорогие. Если были какие-то конфликты, неурядицы, тут, скорее всего, полное единение. И нам показано несколько поколений. Вы можете, да, как я уже сказала, переезжать. Вы можете как воссоединяться с семьей. Какие-то возможности новые, если вы пока на расстоянии. И нам сказала карта «Тройка жезлов», что вы можете оформлять документы, подготавливать этот период, когда вы отправитесь куда-то. Но именно на этой неделе что-то может быть быстрее или какая-то как альтернативная возможность появится именно куда-то переехать, если для кого-то это актуально. И тогда воссоединение с семьей, как будто оно все ближе к вам становится, об этом тоже будут говорить карты. Но есть контакты. И есть то, что вас радует, правда. Есть вот это самое и вдохновение, и финансовый успех, как я сказала. Все же рыба у нас из кубка, как ни странно, выглядывает. Поэтому прекрасная неделя, несмотря на то, что даже если капни с неба, мои дорогие козероги, для вас даже какой-то кризис – это новые возможности. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.